Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, почему ни в коем случае нельзя хранить мелочь, нельзя хранить монеты в доме. Очень многие нам задают этот вопрос, и сегодня в этом видео мы постараемся ответить на этот очень важный вопрос для каждого человека. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Вы знаете, многие люди верят в народные приметы, и вы знаете, они правильно это делают, потому что народные приметы – это те советы, это те рекомендации, это те знания, которые передались нам от наших предков. Помните, в те далекие времена не было интернета, не было энциклопедий, не было книг, но все передавалось из уста в уста. Еще 2 поколения назад были люди, которые не умели даже читать, но они ходили как энциклопедии. И вот, народные приметы особенно важны в том плане, что они связаны особенно с деньгами, они связаны с богатством и с изобилием в нашей жизни. И нередко, если мы разберемся и начнем анализировать, начнем критически мыслить, мы действительно увидим, что есть доля правды. Поэтому давайте вместе с нами поговорим о том, почему не стоит собирать дома мелочь и как с помощью монет вы действительно можете привлечь в дом достаток. Давайте сначала озвучим то, что дома никогда не стоит хранить мелочь в пластиковых банках. Вы будете удивлены, но есть люди, которые почему-то именно не хранят не в стеклянных банках, а именно в пластиковых бутылках. Вы должны понимать, что наши предки понимали, что именно, да, в то времена не было пластиковых бутылок, не было ничего того современного, но они понимали о том, что таким образом деньги, достаток, благополучие из дома будет только утекать. Это не принесет ничего хорошего, помните об этом. Поэтому помните о том, что если вы решили собирать мелочь, то это стоит сделать в стеклянной и в большой прозрачной банке. И желательно не открывать ее, пока она полностью не заполнится. Это очень важно. Поэтому, если вы решили собирать или собираете, не нужно хранить в пластмассовых коробочках или в чем-либо связано с искусственным. А вот стекло – это совсем другое дело. Если вы обращали внимание, очень много практик проводится именно со стаканом. Но всегда делается акцент о том, что должен быть он именно стеклянный. И это не зря. Помните о том, что любые деньги, любые, вне зависимости, это монеты, это банкноты, это накопители энергетики. Также это касается и банковских карт. И важно понимать и осознавать, а также знать, что если вы будете ссориться и ругаться, держа деньги в руках, например, если мы говорим о монетах, вы с кем-то переругались, перенервничали, а потом вы будете отправлять в свою любимую копилку, то такие монеты будут приносить вам не привлечение денег, а они будут приносить к вам недостаток, разрушение. Поэтому такие монеты, если вы прямо видите, что вы поругались, с кем-то поссорились, выясняли по телефону отношения и в этот момент теребили монетку или монеты по-разному, потому что есть у людей такая вот именно привычка, не стоит их держать в доме, постарайтесь в самое ближайшее время от них избавиться. Вы знаете, мелочь – это крайне полезный атрибут в разных жизненных ситуациях. Вы знаете, наши предки именно мелочь раскладывали по небольшим мешочкам, которые держали во всех укромных уголках своего дома. И знали они точно, что чем больше мешочков, тем будет богаче семья. И если вы вернетесь к сказкам, к байкам, которые вы прочитаете в книжках, вы обратите внимание, что всегда деньги все были или в мешках, или в сундуках, и никак по-другому.
Конечно же, есть поверье о том, что нельзя деньги давать в долг в определенные дни или часы. И мы об этом с вами неоднократно говорили. Иначе вы таким образом будете терять деньги или сами будете попадать в долги. Поэтому не рекомендуется одалживать деньги в понедельник вечером и во вторник, а также в великие церковные праздники. Если к вам пришли в понедельник вечером за деньгами, то объясните, что вы готовы одолжить деньги, но это давайте сделаем, проведем эту операцию в другой день. Также обращаем ваше внимание, что в великие церковные праздники также не старайтесь ни сами брать деньги у кого-либо и не одалживайте, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Если вы же сами занимаете у кого-то деньги, то это приводит к оттоку денежной энергии. Поэтому старайтесь жить только по средствам и привлекать финансы другими методами и способами. Нельзя также поднимать деньги, особенно если вы нашли их утром натощак. Также помним, друзья, на перекрестках никогда не поднимайте деньги. И не только банкноты или монеты. Вообще на перекрестках никогда, ни при каких обстоятельствах ничего не поднимаем, не берем. Также будьте очень внимательны и осторожны, когда вам незнакомый человек, например, в том же магазине или где-то на остановке, дарит случайно как бы вам деньги. Ни в коем случае не принимайте и даже не дотрагивайтесь руками, потому что это ни к чему хорошему точно не приведет. Помните об этом. И вообще с деньгами будьте всегда внимательны и осторожны, потому что любое ваше действие, если вы что-то не так будете делать, то может вас привести к бедности. К сожалению, мы забыли очень многие знания, и это связано со многими причинами, но сейчас видите, открывается очень много информации, знаний, открывается все то, что мы знали и понимали. Очень хорошо, если вы дома будете держать под скатертью несколько монеток. Вы знаете, это самый, наверное, верный способ пустить семейные доходы в рост. С этой же целью в кошельке носите, например, миниатюрную мышку-талисман. В тот момент, когда вы ее будете переселять в свой кошелечек, нужно обязательно сказать следующие слова. Мышке поселиться, деньгам заводиться. Очень простая, как видите, очень простые слова, но тоже очень время действенные. Вы спросите, а где же приобрести миниатюрную мышечку-талисман? В интернете, друзья, очень много сайтов. Кроме того, возможно, вы живете в большом городе, зайдите в эзотерический магазин и приобретите такую мышку. Прочитайте и подумайте о том, как правильно ее активировать, потому что просто ее отправив, нужно обязательно, хотя бы когда вы будете ее поселять в свой любимый кошелек, обязательно нужно сказать слова «мышки поселиться, деньгам заводиться». Вы знаете, наши славяне искренне верили, что хлеб-соль – это не какой-то фигуральный образ, а вполне реальный способ привлечь удачу в свой дом. И дом превращался в полную чашу, если каждый, кто есть в доме, съедал перед обедом и после по кусочку хлеба с солью, сколько отщипнет рука. Недаром до сих пор есть такая традиция, что дорогих гостей встречают с хлебом с солью. Также, если вы обратите внимание на наших великих мира сего, то всегда их, как правило, встречают с хлебом с солью, и они отламывают этот каравай и обязательно макают в соль. И эта практика неспроста, потому что таким образом это говорит о том, что вы желаете полную чашу другим людям. И вы знаете, в древности вообще не имели права тыкать в хлеб ножом или чем-то вообще острым, потому что, знаете, есть такое выражение «ломать хлеба», и вот это именно выражение живо до сих пор, потому что сами предки говорили нам о том, что хлебный каравай ломать можно только руками, иначе водой сквозь пальцы утекут и достаток, и прибыль из дома.
И этот, конечно, обычай давно ушел из обихода, но вот крошки на пол не стряхивают до сих пор. Конечно же, во современных квартирах, домах есть свои резоны, но в древности знали, что именно такое деяние только к нужде. Поэтому старайтесь все-таки выполнять и придерживаться этих простых правил, которые говорили еще наши предки, для того, чтобы не лишиться достатка и прибыли. Друзья, мы надеемся, что наши советы и рекомендации нашего канала вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А мы с вами услышимся уже в следующем видео.